Всем привет! Сегодня я продаю вот эту гитару Yamaha F370 и напоследок делаю ей обзор, так как я ее даже ни одного видео с ней не было. Гитара представляет из себя куски DSP, покрашенные, покрытые лаком, поэтому она вот так вот блестит и выглядит очень презентабельно и хорошо. Чем она меня привлекла? У нее очень хорошо настроен гриф. В плане выровненности ладов, высота струн хорошо определена. И вообще вся гитара сделана очень так тонко, чем Yamaha в принципе и славится. Если мы, например, возьмем Fender, то там будет немножко неудобно играть. Я уж молчу про Ibanez в этой же ценовой категории, разумеется. На гитаре я играл не так много. Дело в том, что я вместе с ней купил, даже немножко раньше я купил Sigma DMST из массива сделанную. До этого у меня тоже гитары были. Вот. И играл в основном на Sigma. Потом у меня еще другие гитары были. Вот и Ovation сейчас есть. Ну, на него, кстати, обзор вот-вот будет. Я уже пытался записать, но все у меня что-то срывалось. Вот. Поэтому на этой гитаре особо я не играл. Может быть, суммарного времени там месяца два будет, наберется, если вот сколько дней я играл. Гитара мне чем понравилась? Во-первых, вот отточенностью. Во-вторых, у нее есть такой драйвовый звук. Скажем, для рок-н-ролла там, для чего-то. Ноты не выделяются. Звучат собрано в аккорде. Если играть что-то с мелодией, то мелодия будет неотчетливая. Будет в таким фоном все идти. Ну, давайте, к примеру, сейчас сыграю. Или... не очень звучит. А если вот играть какие-то рок-н-роллы, например, то тогда эта гитара будет намного лучше выглядеть.
Басов у нее немного, зато четко выделенная середина, так скажем. Ну, верхов тоже немного. Вот, и поэтому хорошо на ней играть что-то такое вот. Какие-то аккомпанементы именно, или чесом, или вот какой-то техникой такой, когда не важна мелодия. Потому что сама мелодия, да, она не очень, особенно верха. Слышно, что уже когда я играл именно высокие ноты, они не так выделялись и не такие круглые, объемные, как на других гитарах более высокого сегмента. Я заранее извиняюсь, что у меня часто бывает сбои, где-то я что-то не попадаю пальцами. Гриф здесь потому что тонкий. На моих гитарах гриф он немножечко, точнее узкий. Да, на моих гитарах других, на которых я сейчас играю, гриф, конечно, заметно шире. Вот, поэтому мне не так удобно. Хотя вот поиграю несколько часов я, и уже музыка будет отточенная в темпе, с выделенной мелодией, со всеми акцентами, аппликатурой и так далее. Нужно всегда привыкать к инструменту. Я ее в руки не брал уже несколько месяцев. На гитару я поставил струны Elixir 1152 Nanotech. Пробовал я сюда ставить десятки, их вообще не слышно. Пробовал ставить 12-е струны. Это уже перебор. На этой гитаре они не вытягивают ничего. 11-й в самый раз, когда играть еще более-менее удобно и звук хороший идет. То есть золотая середина именно вот для этой гитары. Если брать мой, допустим, Ovation, там дека толстая, 11-й струны никак не качает. Очень-очень слабый. Так, ну давайте здесь по гитаре. Бридж тут приклеен очень хорошо. Я пытался и подсовывать все, когда покупал там листочки. Очень сильно раздражал продавцов. Вот, они меня даже хотели уже выгнать из магазина, как я начал придираться ко всему. Ну, так надо покупать гитары. В Самаре к этому еще не привыкли. Так, тут смотрите. Колышки были пластмассовые, самые дешманские. Я их выбросил прям сразу и купил себе из эбонита с такими красивыми перламутровыми вставками. Вообще гитара сама по себе такая скучноватая, и лучше, конечно, ее чем-нибудь дополнить таким. Потому что вид, смотрите, совершенно другой уже, чем если были просто черные. Вот эта наклейка, по-моему, Пикард она называется. В виде, смотрите, такого угля догорающего. Тоже неплохо смотрится. Но я бы, конечно, поменял бы на какую-нибудь янтарную, наподобие Мартина. Так, дека, я уже сказал, сделана из фанеры крашеной. Вообще, если вы хотите выбирать, например, F310 и, скажем, Yamaha именно, и вот такой, лучше на такой обратить внимание. Здесь все закрашено, не видно вот этого верхнего не очень красивого слоя дерева, который вот именно верхний слой на фанере. Здесь все так аккуратненько, все черное и слава богу. Ну, рисунок не очень тут. Перламутровые маркеры стоят на 5, 7, 9, 12 ладу стандартно. Еще 15, 17 лад. Колковая механика здесь превосходнейшая в этой ценовой категории, конечно. Если брать, например, Fender, да, или ту же Sigma, то здесь, конечно, намного лучше. Сейчас, конечно, не адепты, а любители Sigma сейчас меня, конечно, заклюют. Но, тем не менее, эта механика намного плавнее. Намного. Никаких заеданий, никаких пошатываний. Строй держит намного лучше. Это я вам прям точно говорю. Здесь немножко другого типа они, чем на Sigma. Тут, видите, не сбоку крепится винтик, а именно
посередочке. И красивая вот эта педалька сама, не знаю, как она называется, сделана она таким месяцем. Мне больше нравится, чем вот на Сигмах, например. Гриф крашен матовой краской, но он уже у меня блестит. Так, из недостатков здесь отсутствовало крепление под ремень. Пришлось вот на манер эпифона сюда прикрутить. Здесь уже был пластмассовый, но я его менять не стал. Все отлично тут. Ну что скажу. Больше сказать-то нечего. Гитара и гитара. Все в ней нормально, все хорошо. Я когда, в общем, выбирал эту гитару, сравнивал ее. Сейчас я, может, повторюсь, но я конкретизируюсь. Это Epiphone был DR100. Fender CD60S я смотрел тогда. Так. Ну, значит, эта гитара была. Понятно. Так что... еще Ibanez был. Вот Ibanez, он мне меньше всего понравился. Я его вот так вот один аккорд взял, все убрал в сторону. В общем, она среди них самая лучшая. Вот Epiphone тоже, там и струны были слишком высоко. Я, знаете, не любитель вот этого купить и что-то подтачивать. Мне надо исключительно купить и больше никогда ничего не делать с ней. Максимум гриф там подровнять. И то в мастерской. Чтобы, не дай бог, чего не лопнуло. Вот. Здесь она самая такая точная, самая такая была правильная. Ничего делать с ней не надо было совершенно. Высота просто идеальная. Я не знаю, сколько миллиметров, но нажимать все очень легко. Любые баре, все, что хотите. Ну, в общем, гитара нравится. Как единственную гитару, там, на всю жизнь я ее рекомендую. Если вы играете что-то такое не очень серьезное, не очень придирчивы к там, обертонам, к звучанию какому-то там насыщенному, то эта гитара будет прям для вас. Строит она идеально. Я всегда и при покупке я еще замерял с помощью тюнера там, чтобы все совпадало, то есть не было отклонений значительных. Она строит намного лучше, чем Sigma, это прям точно. Да, еще забыл сказать, что вот этот порожек я, конечно же, заменил на костяной. Пластмассовый такой, знаете, мягкий, вот. Он звук, конечно, портит, потому что он же и, по сути, звукообразующий такой элемент. Вот. Он должен быть жесткий, лучше, конечно, кость или есть еще ПВХ, по-моему, называется. Вот. Верхний порожек пофигу какой стоит. Там струна не тянется, его не ест, и без разницы. Главное, чтобы все хорошо было точно. Ну, в общем, все. Гитара хорошая. Правда, я ее сегодня продам, чтобы купить себе. А потом покажу, что купил. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.